А что мы сегодня в теплице снимаем? А сегодня будет очень интересный рецепт, новый рецепт томатов, несмотря на то, что 12 октября сегодня с утра, и 2020 год, везде и всюду, может быть, идут дожди, где-то снег, где-то холодно, ну и теплиц практически, томаты в открытом грунте точно нету, но вот еще и огурец у нас один есть. Так вот, сегодня, благодаря разговору с сестрой вчера вечером, мы будем закрывать томаты, жареные томаты на зиму, без стерилизации. Смотрите, сколько их много, и я сейчас собираю вот такие, которые могут залезть в баночку, самые маленькие. Вот, и они мне пригодятся именно для того, чтобы в банке закрыть. Вот, что мне надо? Мне нужны томаты, которые мы будем жарить, а также мне нужен будет еще... На улице мы соберем один овощ и то, что у нас в загашнике есть. Ну давайте все по порядку. Сейчас мы собираем. Я прихватила чеснок, это нам нужно будет. И вот у нас очень хороший укроп. И с укропом мне нужны будут вот эти соцветия. Вот они. В данном случае сейчас больше всего вот этих всех вкусных веществ эфирных, которые нужны нам для этой консервации на зиму. Вот этих зелененьких. Это тоже 12 октября 2020 года. У нас вот такая красота рядышком с редькой масличной, с этим прекрасным сидератом. У нас вот такая красота растет. Укроп. Ну а теперь на кухне. Итак, помидоры я помыла. В баночку будут влезать. Это самые мелкие, которые у меня были. И обязательно вытираю, чтобы не было воды на них. Чистенькие. Далее я 2-литровые банки буду закрывать. Нужен столовый уксус, нужен сахар, соль и чеснок и укропчик, который уже тоже подготовлен. Чеснок сейчас на 2-литровую банку мне нужна 1 столовая ложка сверху соли. Вот столько. Вот сверху. Засыпаю на дно. И мне надо 6 столовых ложек тоже сверху сахара. Тоже засыпаю все это на дно банки. Так, это 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь у меня уже взято уксус столовый 9%. Вот он у меня. Пока я отмерила 4 столовые ложки. Заливаю на дно. И сюда же добавляю 50 граммов чеснока на всю банку. Поэтому на дно беру немного. Вот на одну банку 2-литровую нужно 50 граммов чеснока. И ставлю несколько зонтиков уже помытого укропчика. Вот так вот. Это все на дно. Ну а теперь идем доставать бабушкин старый казан и будем жарить помидоры. В казан добавляю 100 мл подсолнечного рафинированного масла и жду, чтобы казан хорошо разогрелся. Закладываю помидорки. Шумные они, однако. Очень удобно в казане их жарить. Вот они хорошо здесь разместились. Обжариваю со всех сторон. Я вчера рассказывала, что у нее целенькие получались. Но вот эти красные, да, они целые. А розовые, ну, получается, немножечко кожица слезает. Ну, не страшно. Самое главное, смак и вкус. Сверху засыпаю еще чесночок. И немножечко еще вот укропчика. Вот так. А в это время у меня уже на плите чайник почти что. Теперь к помидорам сверху доливаю еще 2 столовые ложки уксуса. И заливаю, у меня чайник кипит. Закипел. Прямо крутой кипяток. Накрываю крышкой и закатываю. Все, у меня банки помыты содой и крышка, все это кипятком уже прошло.
У меня уже подготовлены теплые старые курточки. Еще немножечко вот так вот делаю такие движения с банкой, чтобы растаял полностью сахар. Ну и чтобы вот этот маринад, 6 получается столовых ложек уксуса, 6 столовых ложек сахара и 1 столовая ложка соли в конечном итоге. Вот на одну 2-литровую баночку. Укрываю на сутки для того, чтобы прошло созревание этих томатиков. Сестра моя готовит их и говорит, что очень вкусно. Я ей верю, потому что она кудесница на кухне. Ну что ж, помидорки, обжаренные в масле, у меня томятся, готовятся к зимовке. Впервые за всю нашу жизнь в Измаиле и во время нашей деятельности земледелия, огородничества, сегодня, 12 октября 2020 года, мы занимаемся сбором урожая томатов и заготовкой, консервацией. Это видео будет завершать, вот эта часть будет завершать наше видео. И я хочу просто еще раз сделать акцент, что сегодня, 12 октября 2020 года, никогда такого не было, чтобы так поздно в теплице могли расти помидоры и другие овощи. И раньше такого просто даже в теплице не было возможности. Сейчас идет смещение времен года, и мы можем иметь вот эти прекрасные витамины и собирать их до поздних периодов, до середины, будем наблюдать до середины октября. Ну что ж, мы рассказали, показали вам, как мы готовим жареные помидоры. Рецепт где-то сестра нашла в сети интернет и мне рассказала и приготовила, ей очень понравилось. Мы сейчас будем это дело готовить. Вы все это уже увидели в нашем видео. Ну а мы, Раиса Горяченко, Александр Волик, прощаемся с вами. До новых видео, до новых встреч на вот этом прекрасном периоде, который называется переход в новую эпоху, в новое время, когда вот такие прекрасные возможности открываются, когда можно удлинить время пользования вот этими всеми витаминными овощами, которые растут в теплице. Ну что ж, прощаемся с вами, до нового видео. Всего вам самого-самого доброго.